Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Геннадий М. на связи прямо сейчас. Геннадий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр, рад вас видеть. Ох, какие итоги Г7. Я вас тоже рад видеть, но больше всего все рады видеть были Трампа. Кружили его и так, и сяк. Про Украину сейчас отдельно поговорим. Тут другое. Неистовство поперло у Дональда Фредовича. Говорит, если Иран нарушит сделку, которую вот подпишут даже, может, раньше, чем в пятницу, там же часовые пояса, в Швейцарии все, вроде как по нашему времени, плюс-минус имеется в виду. В общем, это все напыщено, говорит, если нарушит, разбомблю к чертям, понимаете? Вообще, по тональности, судя, и причем, говорит, есть какие-то вещи, которые там не прописаны ни в меморандуме, ни в сделке, но они предусматриваются, и если там чего-то будет нарушение, я единственный президент, который вот так вот с Ираном поступил. Это развязка вот этой истории. Это, ну, такая хорошая мина при плохой игре исхода Америки вот с этой достаточно вязкой и тяжелой войны. Или мы видим просто еще более циничную игру на рынках, ну и, соответственно, исполнение всех геополитических интересов. Почему геополитических? Он же говорит, спасибо, Си Цзиньпин, за нейтралитет. Спасибо Путину за нейтралитет. Вы были так нейтральны, так вежливы. Всем большое спасибо. Вот вы молодцы. Да и вообще договорился до того, что грех было исключать Россию из большой восьмерки, но об этом немножко позже. Иран заканчивается, как вот эта история, или только начинается? Да, Иран только начинается, здесь вы совершенно правы. Давайте разберемся, почему эта сделка возникла. Для того, чтобы понять, насколько логично поведение и заявление Трампа и желание его достичь мира на Ближнем Востоке, нужно смотреть на косвенные события. Не на его заявление, не на то, что он говорит, а на то, что он делает. А делает он следующее. Он высказывается очень негативно и очень гневно в адрес Нетаньяху. Это первое, это надо отметить. Он буквально обругал его за то, а вы же знаете, он человек публичный, он все время лезет в свой смартфон и что-то постит в Твиттере, в Иксе, там, в своей True Social. Отругал его за то, что он стреляет. Причем здесь надо посмотреть на градус этого заявления. По мирным жителям Ливана, бомбит мирные дома, считая, что там есть террористы. То есть, тем самым он как бы говорит, там нет террористов, Нетаньяху творит беспредел. Это очень плохо. Он ему мешает. А теперь давайте разберемся, почему он так расстроился, почему он ругает своего партнера Нетаньяху и почему тот ему мешает. Ну, во-первых, самое главное, у Трампа 80-летие. Это 80 лет человеку. Это не 75, не 65. Это 80. Это очень круглая дата. Трамп очень любит круглые даты. Ну, там 250 лет США, например, декларации. Да? 80 лет Трампу. И очень любит себя. Это, вернее, он сначала очень любит себя, а потом очень любит Америку и всякие круглые даты. То есть, у него день рождения. Чтобы понять, насколько важен этот день рождения, нужно посмотреть, что он вообще сотворил на лужайке Белого дома. Это кошмар, конечно. Мордобой. Это, да, на свой день рождения он там сотворил мордобой. Но что мне это напоминает? Мне это очень напоминает один художественный фильм такой, конспирологическо-саркастический, где ко власти в США пришли тупые. Ну, и все граждане отупели, и все стали максимально тупыми. Это была такая комедия. Там тоже президент США, но, правда, Трамп еще не одевается в этот цилиндр звездно-полосатый и в какой-то пиджак с блестками. Но, в принципе, он близок к этому. Почему нет? Он может и надеть такую штуку. Так вот, они тоже там устраивали всякие бои и всякие развлечения. Ну, это просто кошмар, конечно, то, что он там сотворил. Во-первых, там очень много уже обсуждений в сети о форме, размерах этого всего сооружения. Как вообще можно на территории Белого дома такое сотворить? Во-вторых, конечно, многие очень обсудили договорничок.
Понятно, что претендент на титул там был совершенно другой, но победил американец. Почему? Потому что, ну, Америка побеждает. Я думаю, что это было заранее обговорено, всем заплачено, кому нужно. То есть, это грандиозное шоу. Второй момент – Мундиаль. Ну, тоже, понимаете, что Трамп на Мундиаль бомбить Иран, конечно же, он никак не мог. И обиделся он на Нетаньяху лично, потому что его личный день рождения. У меня 80 лет. У меня на Белом доме на лужайке бои, а ты что делаешь вообще? Сделай вид. Да, мы делаем одно большое дело. Мы, потому что Трамп, он тоже христианский сионист, он тоже хочет строительства третьего храма и всего такого, всего хорошего, против всего плохого, но не в ущерб Америке. А Израилю фиолетово до интересов Америки, ему нужно дело делать. Они любят делать дела, поэтому они его не послушались. Поэтому, конечно, вся эта сделка, а если еще внимательно прочитать ее открытую часть, а надо напомнить, что там есть закрытая часть, о которых никто не говорит. А в открытой части это называется капитуляция США, потому что выплата репараций 300 миллиардов, потому что сохранение за Ираном контроля над Ормузом это совершенно недопустимо. Перенос разборок с ураном, открытие Ормузского пролива через 30 дней после подписания меморандума. Ну, а что сейчас там? Пятница, 19 июня, да? Через 30 дней, 19 июля. За эти 30 дней, ох, не сладко придется миру без этого оборота этой самой нефти. Очень плохо. Поэтому, конечно, она вся выглядит как фейк. От нее просто воняет фейком от этой сделки. И все это выглядит как шоу. Причем такое достаточно низкого, даже не уровня Стивена Спилберга. Достаточно низкого пошива такое, знаете, шоу. И это так вот прямо и выглядит. А мы с вами знаем, в принципе, по урокам логики, что если что-то выглядит как фейк, воняет как фейк, то это и есть фейк. Поэтому здесь никаких сомнений нет в том, что эта операция состоится, и она будет. Какие она будет приобретать форматы, ну, уже сейчас понятно. Уже понятно, что это будет попытка захвата острова Харк, где, собственно, вся экспортная нефтяная инфраструктура Ирана и находится. Почему? Потому что свои цели он тоже, кстати, не скрывал. То есть, сказать, что все, что говорит Трамп, неправда, нельзя. Он говорит много правды. Потому что человек эмоциональный, он говорит много правды. Где правда в словах Трампа? Мы захватим всю иранскую нефть. Правда? Правда. Мы установим контроль над проливом. Это вообще международная спецификация англосаксов. Вы знаете, что они контролируют основные торговые пути. Это, в принципе, их бизнес. Это похоже на правду? Похоже. Мы установим мир с Ираном, мы дадим ему денег. Вопрос. Иран не понимает, что это фейк? Но если мы с вами понимаем, вот я и вы, ну, конечно, они понимают. Но давайте посмотрим, что они делают. Они говорят, хорошо, мы поиграем в вашу игру, но за деньги, да. Первая игра была после того, как был ракетный обстрел Израиля. 3 миллиарда прилетели в Иран наличными. Вторая часть игры. Иран повышает ставки. Говорит, хорошо, мы сыграем в этот фейк с тобой, Дональд Фредович. Давай-ка нам еще 20 из наших активов размораживай. Вот разморозишь. И причем, как они говорят, до подписания. В процессе переговоров, но до подписания. Это называется, знаете как? Говорит, да, можно стулья, да, но деньги вперед. Все равно утром, вечером, неважно. Можно, но деньги вперед. То есть, Иран понимает, что они играют с Трампом в игру, но деньги вперед. Теперь насчет неучастия России и Китая. Это же мы понимаем, что тоже похоже очень на какой-то детский утренник. Но как это Китай не участвует, если он дает свою спутниковую информацию? Россия тоже не участвует. Если туда едут, во-первых, и информация, и ракеты ПВО, которые все ПВО иранское, это в основном российское, читай, китайское, что тоже российское, снаряды одни и те же, и, собственно, радарные установки одни и те же. Потом второй момент. Да, они делают много ракет, делают много беспилотников. Вы знаете, что для того, чтобы произвести современные взрывчатые вещества, нужны определенные химические элементы. Как они появляются в Иране? Ормуз заблокирован, ничего нет. А очень просто. Они приезжают в Пакистан и приезжают в Россию, в порт Махачкала. И по Азовскому морю тихонечко там небольшими корабликами вывозятся в Иран и развозятся по этим подземным шахтам. Да, по Каспийскому. Да.
Каспийском море. Что помогает США наводить цели, узнавать места, где надо, куда нужно бомбить, да? Конечно, помогает искусственный интеллект. И здесь его роль ключевая. И вообще, если дальше мы с вами поговорим, искусственный интеллект – это геймченджер абсолютный. То есть, это то, что меняет игру. Потому что вот сейчас стало известно, что армия США задействовала чат-бот Грок Илона Маска. Это тот самый XAI для нанесения ударов в ходе конфликта с Ираном. То есть, Grok Gov Model, это не тот Grok, который у вас в хроме-то вы там можете загрузить, помог военным США за 96 часов навести более 2000 боеприпасов на цели. И это, между прочим, официальное заявление Министерства юстиции США, которое встало на защиту компании XAI Элона Маска, да, в рамках судебного разбирательства по там, экологическому иску. Далее. В боевых действиях против Ирана военные также применили платформу Claude от Anthropic. Ну, мы это тоже все с вами знаем. Даже было интервью с CEO Anthropic, который сказал, а мы никаких красных линий не пересекали. Ну, то есть, да, мы типа дали эту модель. Министерство обороны США ее использует. Мы никаких Почему? не пересекали. Почему ее убрали? А теперь мы поговорим о том, почему Fable 5 закрыли, да, и ряд Да. еще других моделей именно компании Anthropic. Вот это очень интересный вопрос. Давайте подумаем с вами. Ну вот, открыли Anthropic, причем на весь мир. То есть, люди в европейских странах, Fable 5 я имею в виду, там определенные модели открытые, да, ну, например, там Opus, да, Claude Opus 4.8, ну, открытая более-менее модель, и можно пользоваться. Почему именно Claude закрыли Fable 5? Потому что оказалось, что эта штуковина, ну, вот у меня есть человек, который с ней работает, он оценил приблизительно так, что Claude Fable 5 отличается хотя бы по одному параметру по быстродействию от Claude Opus приблизительно в 125 раз. Он замерял в 125 раз. И как бы здесь даже речь не идет о скорости, а речь идет о возможностях, в том числе по вайп-кодингу, то есть по программированию. Чем отличился Fable 5? Fable 5 нашел уязвимости во всех трех главных операционных системах. Это Microsoft Windows, Mac OS X и по OS X и Linux. То есть, что значит найти уязвимости в операционных системах? Это фактически ломануть все. Потому что у нас большинство серверов в мире работают на Nginx, который развернут на Linux, по идее, в мире, и на Microsoft Windows сервере. А Fable 5 сразу же нашел там кучу уязвимостей, штук 20. Что могут сделать эти уязвимости? Они могут положить, например, банковские системы. Они могут положить энергетические системы, топливные, вообще любые. Потому что так или иначе все компьютеры, даже на атомных электростанциях, работают на этих трех операционных системах. Ну, в основном на двух. Вот. Это, конечно же, это правильно они сделали, с одной стороны, потому что это предоставляет чрезвычайную опасность, если это попадет в руки враждующим сторонам, например, каким-то злым людям, хакерам, террористам. Я с ними здесь согласен. Это надо было запрещать. Но что произошло потом? Знаете, есть такой 155 раз осужденный, запрещенный торрент-сайт, да, Pirate Bay, ну, пиратский берег, на котором появилась полная модель Fable 5 весом 4,6 терабайта, и любой желающий ее может скачать. Вот так. То есть, ее запретили, через 2 дня она там появилась. И я так полагаю, что сам исходный код был получен с помощью того же Fable 5. То есть, Fable 5 – это такая штука, которая находит то, чего невозможно найти другими средствами. Например, она находит запрещенные, закрытые тома определенных книг, которые охраняются как государственная тайна. Fable 5 берет их и находит. А почему он их находит? Потому что они оцифрованы в корпоративных закрытых базах данных, и он проводит поиск по, например, расширению файла, например, PDF. И он находит закрытые,
уничтоженные, запрещенные документы. Еще один такой момент. Один из блогеров, не знаю, насколько это правда, в Reddit написал, что с помощью Fable 5, а мы же помним с вами файлы Эпштейна, очень интересный документ. И, кстати, файлы об инопланетянах, очень интересный документ. Но что мы там видим? Мы там видим зачеркнуто 70% текста черным. Говорят, что американским конгрессменам разрешили в библиотеке Конгресса, не вынося никуда, ознакомиться с полным составом всех файлов Эпштейна. Говорят, я не знаю, кто воспользовался, об этом информации нет. Но Fable 5 вытащил все файлы Эпштейна без замаранных вот этих черных штук. То есть, представляете, я не знаю, там говорят, что есть специальная программа, которая помогает замаранные буквы как-то там находить и так далее. Но Fable 5 это сделал. И вот когда об этом узнали в ЦРУ и в Минюсте, они мгновенно запретили эту модель для всех стран. Почему? Потому что опубликованы такие же зачеркнутые файлы расследования о пандемии, о прививках, такие же зачеркнутые файлы расследования об НЛО и об убийстве Джона Кеннеди. И они просто ужаснулись. Они взялись за голову и сказали, это что получится? Ну, что, больше нет секрета, больше нет тайн? Ну, да. вот тут давайте остановимся. Но сейчас прошла новость о том, что будет некий агент создан для работы с вот этой версией искусственного интеллекта Claude для Fable 5. То есть некий агент, который, я так понимаю, под контролем, да, будет делать что-то хорошее. Ну, плохого делать не будет. И будет за это отвечать, за работу вот с этим. Но тут же очень интересен момент. Вы очень так вскользь, давайте сфокусируемся. Враждующие стороны. В контексте Ирана, что означает обладание американской стороной вот такого рода инструментом. В контексте Ирана обладание американской стороной инструмента настолько способного и глубокого в сочетании с разведданными, на которых Fable 5 точно не обучался, но которые есть у Palantir. То есть, есть два инструмента. Есть Palantir и есть Anthropic компания со своим Fable 5. Если их объединить, я просто не могу сказать, Palantir никогда не будет доступен публично. Но Palantir доступны все закрытые данные, поэтому никто не боится никаких утечек. Но когда появился Fable 5, я не пробовал лично, но я думаю, что если дать ему задание разыскать исходный код Palantir, я не знаю, как это все устроено, но в каком-то виде, в каком-то образе он его все равно рано или поздно найдет. И вы знаете, что мне подумалось? Что вот эти все запреты, если вы уже выпустили джина из бутылки, а Fable 5 это конкретный джин, эта тварь умеет такое проделывать, извините меня, что вы это уже не сдержите. То есть, это ужасающий инструмент, дающий преимущество враждующим сторонам в любой войне. Вы думаете, у иранской разведки нет вот этой копии Fable 5 4,6 терабайта, которая лежит на Pirate Bay? Да, конечно же, есть. Вопрос-то в другом. Дело в том, что это Claude вообще, Fable 5, он настолько умный, что, возможно, это запрограммированный слив, который содержит в себе инструменты шпионажа, причем такие серьезные, да, которые помогут, наверное, американским разведслужбам выявить какую-то информацию. Но я вам еще раз скажу, что если у вас есть достаточно мощный программно-аппаратный комплекс на последних там Т-чипах, Т100, NVIDIA, и вы его можете закрыть от интернета, и на этом программно-аппаратном комплексе развернуть Fable 5, а он уже лежит, то я не знаю, что вас спасет. Вас ничего не спасет, потому что Америка, США наиболее уязвимы для кибератак. И наиболее уязвимы и чувствительны к появлению неконтролируемого слива секретной информации. Иран, как страна, скажем так, с традиционными методами ведения войны и разведки, она менее подвержена. То есть, Fable 5 представляет, имеющийся у Ирана, представляет для США большую опасность, чем Fable 5, имеющийся у США для Ирана. Хотя
для наводки боеприпасов это уже давно используется. Я это говорил там в другом видео на своем канале. Украинская армия в полный рост эксплуатирует Палантир. В полный рост. И все другие военные системы, которые есть закрытые военные системы, например, тот же ГРОК, военный ГРОК, да, который называется... как же он называется? Он называется... ГРОК Илона Маска, он называется как-то War. То есть, у него отдельная есть версия закрытая, которая точно используется вооруженными силами Украины сейчас. И, как мы видим, очень успешно, очень успешно. И более того, она стала использоваться не в последний месяц-два, когда ВСУ закошмарили все эти регионы, там Крым, ну, Запорожскую, Херсонскую область, то есть сделали эту трассу практически непроезжей. Оказывается, она эксплуатируется давно. И это вот приблизительно понятно, как они прогнозируют будущее. Давайте маленький пример. Как нейросети западные, мощнейшие, помогают Украине в этой войне. И почему они страшнее, чем новые оружия, крылатые ракеты и так далее. Да? В принципе, крылатые ракеты это не такое опасное оружие для России, потому что как бы, Россия в принципе их может сбивать. В принципе, там, где есть ПВО, она их сбивает. Там, где она их не ждет, она их не сбивает. Но смотрите, как интересно получилось. Украина потерпела большую атаку на свои НПЗ, которые еще были. И, кстати, Кременчугский до недавнего времени работал, еще 25-й год. И особенно на нефтехранилища. То есть, нефтехранилища Россия разбивает методично, разбивала и разбивает методично. Но смотрите, как интересно. Россия этим не занималась в 2022 году. Россия занималась другими делами. Да, еще нефтехранилища не бомбили, энергетическую инфраструктуру практически не использовали. Но в 2022 году вся Украина располагала парком в 1500 фур бензовозов. Что они делали? Они возили из хранилищ топливо на АЗС. То есть, все, вот этим они занимались. Они для чего были предназначены? Для того, чтобы возить. Когда Россия выбила практически, ну, не практически, наверное, весь парк хранилищ, чем сейчас занимается Украина? Она тем же занимается. Да? В России выбивает именно парк топливохранилищ. Когда Украина начала с 22 года, еще когда все эти хранилища были целы, еще когда не было на них атак, закупать бензовозы. На европейские деньги, конечно. А я вам скажу, что купить бензовоз это 4-6 месяцев заказа в Европе. А по Украине ездят в основном европейские бензовозы. Если в России сейчас появились ситраки, там всякие китайские, то по Украине ездят европейские. То есть, Украина, начиная с 22 года, весь 23 и 24 заказывала бензовозы в Европе. И покупала даже бэушные. Так вот, сейчас Украина располагает парком в 6 тысяч бензовозов. И знаете, что это ей дает? У Украины нет нефтехранилищ, потому что любое нефтехранилище будет раздолблено российскими беспилотниками. Они везут напрямую из Западной Европы это топливо в этих бензовозах и сливают их на заправке. Понимаете, вот что. То есть, вот этого промежуточного момента, где у вас есть большое хранение топлива, его не стало. Понятно, что это стратегия, там, понятно, что это сразу, ну, то есть, 6 тысяч бензовозов появилось, начиная с 22 года. Кто это помог сделать? Все эти стратегические просчеты делает Палантир. Так было традиционно. А сейчас к ним присоединился еще Антропик со своим Клодом. Так вот, в России такого количества бензовозов нет, как у Украины. Представляете, Украина, она меньше, она по протяженности меньше. Бензовозов больше, чем в России. Почему? Потому что Россия всегда полагалась на топливное хранилище. Там бензовоз мог сделать 3-4 ходки, 5 в сутки. Да? Он берет там по 18 тонн топлива и заливает на заправке. Россия сейчас стала в прифронтовых зонах бомбить АЗС. И, казалось бы, какой-то ЭЗС, там этот разбомбили, тот будет. Ничего подобного. Дело в том, что все фуры, которые передвигают военные грузы по территории Украины, они заправляются на трассах и на больших развязках. И именно бомбят вот эти АЗС. А теперь, что мы имеем? У Украины 6 тысяч бензовозов, но они не могут заправить другую фуру, которая везет военную технику. Почему? Да потому что у нее нет пистолета. Там огромное давление, это невозможно учитывать. Это никак нельзя сделать. Есть военные топливозаправки,
заправщики. Да, те умеют заправлять. А вот эти гражданские, которыми возят, не умеют. Но сейчас готовится другое. То есть сейчас я уже просто смотрю фотографии, на территории Украины появились бензовозы, у которых сзади, вот как раз под навесом, с одной и с другой стороны находится по 3 пистолета. То есть заправку разбомбили, но приблизительно по карте военные знают, где можно заправиться. И на этой заправке разбомбленной, сгоревшей, стоит бензовоз. У него 6 пистолетов длинных, они разматываются. Подъезжают грузовые фуры и заправляются. Так я вот вам хочу сказать. Если бы мы видели, что это обычная рефлексия и реакция на события, мы бы подумали, что да, это руководство приняло такое решение. А если мы видим, что то, что произойдет в будущем, начинает закупаться уже сейчас, то мы понимаем, что это работа продвинутого искусственного интеллекта. И этот продвинутый искусственный интеллект целиком сейчас работает на украинскую армию, а на российскую, ну, не знаю, в России тоже есть модели искусственного интеллекта, типа гигачата там Сберовского. Ну, это просто копии китайских, которые работают лучше. И еще важная информация, которая появилась только сегодня. Опубликовали скор, такой, значит, сравнительные характеристики. И буквально сейчас, через 2 дня после того, как Клод был закрыт Fable 5 для всего мира, и даже для США, кстати, я думал, что для американских граждан его оставят. Ничего подобного. Потому что любой дурак купит сервер в Америке и через прокси туда подключится. Так вот, китайская компания Жипу выпустила модель, которая называется GLM 5.2. И вот эта GLM 5.2 обогнала ныне доступную модель для неамериканцев Cloud Fable 5. То есть он был специально обучен для крупномасштабного внедрения и оптимизации производительности. Вот. И все-таки Meta, XAI, там, запрещенные в Российской Федерации, обладают в десятки, в сотни раз большими вычислительными возможностями. А поставки чипов там T100 и Nvidia вообще запрещены в Китае. Но несмотря на это, китайская GLM 5.2 опередила уже Fable 5. Я это к чему говорю? Не к тому, что китайцы умнее и сильнее американцев, они могут на маленьком железе делать успех. Я просто говорю, что мы Джина уже выпустили, господа. Если мы можем скачать Клод 5 с торрента, если мы видим, как Китай через 2 дня буквально выпускает свою жипу, свою ИИшку, нейронку, которая обогнала вот этот божественный Клод Fable 5, то мы с вами стоим на пороге очень грандиозного шухера и очень плохих событий. Потому что мы видим, что искусственный интеллект в основном используется сильными странами не для продвижения идей процветания, устойчивого развития и всего того, о чем декларируют нам крупные международные организации и глобалисты, а именно для противостояния, именно для войн и для разрушений. Вот именно для этого сейчас используются новейшие модели нейросетей, к сожалению. Я так понимаю, что на саммите К7, итоги которого подводил Трамп, который обещал бить Иран, если там нарушит вдруг Иран соглашение, на этом саммите было решено продолжать войну в Украине. А что тогда означают слова Трампа о том, что Путин и Зеленский так хотят встретиться, но не знают как, о том, что мы там посмотрим, рассматриваем, ракеты, не ракеты, ну, в общем, совместное какое-то производство, посмотрим как-нибудь. Но я вернулся в тему Украины. То есть, не преждевременно ли он вернулся? Что это означает в контексте истории с Ираном? И правда ли пишет сейчас вся пресса глобалистская, что его перетащили на сторону глобалистов, Трампа имеется в виду, и он теперь, так сказать, будет вовсю рубиться вместе с Западом, совсем теперь объединенным против России на территории Украины? Вы знаете, Трамп – это интересно. И опять же, мы вот видите, сейчас перешли с вами от фактов к обсуждению устных заявлений Трампа. Трамп очень интересный персонаж. Трамп, когда ему нужно, он всегда со всеми соглашается.
Вот, например, он там встретился с Путиным в Анкоридже и согласился отдать Донбасс, ну и, в общем-то, как бы на переговорах с Украиной отстаивать эту точку зрения, что Украина должна оставить эти территории. Все. И он на этом стоял, согласился. Затем встретился в Европе, те ему сказали, что а давай типа по линии разграничения будем принимать вот такой вот договор. И он тоже с этим согласился. Сказал, да, давайте, и я сейчас еще более мощные объявлю санкции Путина. А теперь давайте на дела смотреть. Не на разговоры, а на дела. Первое. Появление Романа Абрамовича в Киеве у Зеленского о чем говорит? Ну, мы понимаем, да, что это человек, который может разговаривать и с Зеленским, он может ездить куда угодно, и с Путиным может встречаться, с кем угодно. Появление его там говорит о том, что последние действия, массированные атаки украинских беспилотников по нефтяным объектам, по путям, особенно сообщению с вот Запорожской области, да, вот это по отрезанию Крыма от логистики, привели к тому, что стратеги в Кремле очень быстренько посчитали, что если сегодня, а я просто официальную статистику говорю, Украина способна выпускать 750 беспилотников самолетного типа, которые снабжены спутниковыми терминалами Starlink, действовать против которых даже очень сложно. Хотя вот я последние 2 дня читаю, что уже испытали новые глушилки для Starlink. Они, в принципе, неэффективны. Но на какой-то площади. Я тоже, вы знаете, живу здесь далеко от Москвы. Ну, как больше 100 километров. И у меня есть такой робот-газонокосилка, который работает на спутниках. Так он вот 2 дня косит участок лесной, который под деревьями. А 3-4 дня в неделю он туда даже зайти не может. Он подходит и останавливается. Значит, идет локальное глушение спутников. И совершенно точно они используют терминалы Starlink. Так вот, они посчитали, что если Украина, а они приблизительно знают, как движется логистика по беспилотникам, способна сейчас в сутки выпускать до 750 беспилотников самолетного типа, большая часть из которых, ну так честно, даже не пропаганда, она, конечно же, сбивается. Да, большая часть из них сбиваются. Слушайте, а какая разница? Они не стоят таких денег, пусть из них 90% даже сбивается, да, но те 10, которые долетают, они попадают в точку и в цель. То при продолжении вот такой войны, отставании России в беспилотниках, приблизительно вся нефтяная инфраструктура будет выбита до конца лета. Мы сейчас наблюдаем, да, я видел очень много этих видео, что в Москве ограничение 20 литров, в Мытищинском, вот где-то там даже показали заправку, висит ограничение не более 20 литров в одну машину. Я специально поехал, проверил, оказалось фейк, ну просто чистая яишко. То есть, нет, в Москве нет никаких ограничений на бензин. Никаких. И очередей никаких нет. Вот я залил там 53 литра. И как бы не вопрос. То есть, мне это дали. Дальше показывают огромные 3-километровые очереди на трассах Москва-Санкт-Петербург. Ну, в принципе, такого тоже нет. Ну, то есть, я не знаю, как это снято и где, но пока такого нет. Но то, что есть определенные проблемы, например, на Татнефти были ограничения 20 литров, это правда. То, что в Казани были ограничения, это правда. Это действительно правда. Стратеги посчитали, что если Украина выполнит свое обещание, а Украина заявляет, что к концу лета, сентябрь месяц, Украина будет способна направлять 1500 беспилотников. 1500. А к концу года 3000. А почему? Да потому что их весь мир производит, включая Канаду и другие страны. Их собирает. Да, их будет очень много. И они смогут это отправлять. То никаких средств защиты ПВО, да и их создавать с такой скоростью невозможно. Вы понимаете, что сбитие украинского беспилотника – это дорогая процедура, потому что панцири и все эти средства ПВО, которые есть против беспилотников, они стоят дороже, чем сам беспилотник. Но, как бы, Россия их производит много, да, ну, недостаточно много, чтобы противодействовать массированному удару в сутки в 1500 беспилотников. В Кремле стратеги, возможно, я с ними не общаюсь, они меня не приглашают. Я рассуждаю из того, что я вижу, это мое оценочное суждение. Посчитали, что к концу лета, ну, возможно, возникнут напряжения с топливом. То есть, понятно, что в России есть госрезервы, что топлива очень много запасено. Но давайте подумаем, где этот госрезерв? Он что, стоит под землей? Нет.
А где он? На поверхности. А когда будет лететь 1500 беспилотников, цели которым помогает устанавливать Палантир и тот самый Клод, то что он скажет украинцам? Давайте бомбить жилые пятиэтажки? Нет. Он скажет, давайте бомбить все вообще емкости и емкости хранения топлива Госрезерва в том числе. И, видимо, у России остается два варианта, оба неприятных. Первый неприятный вариант – это договариваться с Украиной по тем территориям, по линии боевого столкновения, сейчас договариваться о прекращении огня. И вроде как эту идею поддерживают и США, и Европа. Это первый вариант. Второй вариант – поднимать эскалацию конфликта на новый уровень. Ну, а новый уровень – это уже более мощное оружие, которое у России есть. Это уже вести себя как Иран, скажем так, да? То есть, например, долбануть есть 3 производства, которые в Польше, в Германии и в Голландии собирают беспилотники, просто точечно орешником долбануть по этим заводам. Ну и как бы и смотреть, что дальше будет. Варианты просчитать, да, конечно, я думаю, что если на торренте лежит Fable 5, то у ФСБ России этот Fable 5 уже локально развернут. И на нем просчитать варианты, а что будет дальше, да, вполне реально. И варианты все плохие. Вы знаете, что когда вы просчитываете варианты от любой войны, у войны есть такой секрет по определению. Война – это боевые действия с обязательными потерями с обеих сторон. Нет такой войны, как вот Трамп думает. Вот Трамп разбомбит, там захватит остров Харк, разбомбит Иран. Нет. Возвращаемся к определению. Война – это боевые действия с обязательными потерями с обеих сторон. То есть, потери будут. Да? И когда мы взвешиваем на весах эти потери, делаем такой свод-анализ своеобразный, военный, геополитический, геостратегический, то мы понимаем, что Россия стоит перед очень неприятным выбором. Либо они сейчас подписывают мир, который для России иначе как позорным назвать нельзя, потому что цели не достигнуты декларируемые. Для Украины он тоже не очень хороший, этот мир, потому что декларируемые цели границ 91 года, возврат Крыма, там, Донбасса, они тоже не достигнуты. Да? Но украинский истеблишмент, украинские граждане Украины, они смотрят на мир. Им мир нужен больше, чем все остальное. Потому что для граждан Украины мир – это прекращение вот этого всего беспредела. Это прекращение мобилизации. Это мужики могут выйти спокойно на улицы, ходить, работать и заниматься делом. Ну и как бы те, кто уехал из страны, могут вернуться в страну. Это, конечно, под большим вопросом. Я бы никому не советовал. Но тем не менее. То есть, мир – это благо в данный момент. А дальше какие планы? Является ли подписание, как говорит Украина, стабильного долгого мира с гарантиями, обязательно гарантии, присутствие иностранных военных контингентов, то, что сейчас продвигают европейские партнеры на линии разграничения и в целом по территории Украины, они будут присутствовать. Дальше восстановление, разморозка российских активов. Там же обязательно этот пункт будет, даже если он в публичной части договора не будет озвучен, он будет вне публичной. Вот эти 300 миллиардов замороженных активов, они уже практически расписаны на восстановление Украины. Вопрос, сколько из этих денег, 300 миллиардов заблокированных российских активов, пойдет на перевооружение украинской армии, на создание новых систем ПВО и так далее? Понятно, да? Наверное, большая половина. Скорее всего, большая половина. Потому что Украина будет считать это перемирие подписанным, но эту войну не законченным. Вопрос, может ли Россия считать для себя подписание такого мирного соглашения по линии боевого соприкосновения, считать для себя победы либо чем-то приемлемой? Нет, не может. Россия просто, наверное, будет использовать это время для того, чтобы восстановить мощности НПЗ, для того, чтобы восстановить экспортную инфраструктуру, для того, чтобы залатать дыры в бюджете. Там. И как бы, слава богу, если это перемирие продлится 3-5 лет. Я думаю, что, возможно, не продлится, потому что есть такая благословенная и глобалистская дата, 2030 год, когда вот это узкое окно возможностей закрывается. Соответственно, до этого времени она начнется еще раз, но уже с гораздо большими потерями. Поэтому я думаю, что на самом деле Трамп понимает и видит желание, он же разговаривал с Путиным, и видит реальное желание Путина не морочить голову, а реально что-то подписать. И, конечно же, он хочет оказаться здесь кем?
победителем. Надо знать личные вообще предпочтения Трампа, его отношение к своему собственному «я», его самоуважение. Конечно, он не может это пропустить. Но представьте себе, будет подписан какой-то мир при участии европейских партнеров, какой-то там коалиции желающих, и Украины, и России. А Трамп тут типа, а у меня свои дела, у меня Иран, не тревожьте. Не-не-не-не. Поэтому Трамп тут же вышел, повесил себе на щит опять эту тему Украины, сказал, что она для него катастрофически важна. А почему? Потому что он чувствует, что в этот раз, вот на этот раз, есть возможность реального подписания такого мирного соглашения. И, конечно, он хочет Нобелевскую премию за прекращение войны, украинской войны, он хочет себе Нобелевскую премию. Поэтому он решил к этому подключиться. А для того, чтобы к этому подключиться, нужно соответствовать, то есть нужно поддержать европейцев. Что хочет Россия? Что говорит Россия? Я просто последние разговоры мы сейчас будем обсуждать. Россия говорит, что, например, Великобритания, там, я не знаю, или еще какая-нибудь другая страна, Германия, она не может быть частью переговоров по мирному соглашению. Они говорят, что только Трамп, Зеленский, Путин. Только так можно говорить, потому что они являются стороной конфликта. Европейские страны являются стороной конфликта. А как, чего мы с ними будем разговаривать? Какой смысл? Типа, якобы США не являются стороной. Конечно, США являются стороной конфликта. Поэтому здесь нет никакого желания. Вот то, что говорит Трамп, все неправда. Что у него есть желание прекратить проливание крови. Там ничего он не хочет, у него нет никакого желания. У него просто есть желание, раз Россию подвели к тому, что она, возможно, согласится остановить боевые действия по линии боевого соприкосновения, давайте-ка я здесь возглавлю этот процесс и потом покажу себя триумфатором и победителем. Хорошо, тогда какие можно нарисовать перспективы этой войны? Вот, кстати, говорите с другой стороны, но именно с этой стороны сейчас выходят и комментируют ситуацию там разные рты Зеленского, Банковой. Федоров сказал, что через полгода вообще все изменится. Крым будет прям забран, понимаете, то есть прям вернут Крым в состав Украины. Сейчас называет Федоров его островом, скоро он будет островом. А что будет в Крыму, спрашивает журналист. Да будет ПИЗ, ну и дальше понятно в Крыму. То есть достаточно очень такая потужная риторика. Вы объяснили, теперь понятно, с чем это связано. Лавров отвечает Федорову на том, что в Крыму будет все очень-очень-очень плохо. Говорит, что Федоров молодой человек, он, конечно, недолго на должности, надо освоиться еще, понять, как рот открывать. Ну, мол, дроны есть противодействие, и даже там преимущество в дронах, это не означает, что физически на земле будет возвращена территория. Какие тогда, если вот искусственный интеллект, это геймчейнджер, какие тогда видятся и просматриваются рэперные точки продолжения этой войны? Какой она будет, грубо говоря? Да, Федоров, я понимаю, о чем говорит. Федоров считает, что, ребят, смотрите, у нас сейчас есть 600-700 беспилотников в сутки, и мы уже закошмарили все НПЗ. Мы фактически сделали непроезжую эту дорогу через Мелитополь и Перекоп, и даже Армянск. Там повалили все мосты. Бензовозы, водители фур отказываются вообще ехать по этой дороге. Ну, потому что фактически это дорога в один конец. Это смерть. Дальше. Отрезание Крыма от снабжения. Понятно, по Крымскому мосту не пускают бензовозы. А Крымский мост обязательно стоит в планах. Это все знают. Потому что они ждут, когда по Крымскому мосту начнут возить топливо. По нему идут там легковой транспорт, частично легкий грузовой, пока не идет. Они это все сделают. То есть, этот план подготовлен. Этот план помогает им готовить палантир. И палантир говорит, да, вот здесь надо чуть-чуть дожать, чтобы эти понтоны там не работали на Перекопе, по которым сейчас везут топливо. Вот, надо здесь чуть-чуть дожать. И тогда можно бить по Крымскому мосту. Но уже будут бить очень мощно. И Крымский мост – это очень важный вопрос стратегический. Поэтому туда могут отправить 1500-2000 беспилотников. Ни одно ПВО с этим не справится. Что бы у вас там ни было. Там он очень надежно защищен, Крымский мост. Да? Но 2000 беспилотников один за одним. А к тому же крылатые ракеты. А к тому же американские ракеты средней дальности. И все.
И Крымский мост пойдет. А после того, как он падет, а паромную переправу уже поливали огнем, разбивали, северный вот этот путь представляет собой такое очень простреливаемое дорога смерти. Простреливаемое пространство. Без снабжения Крымский полуостров и вся южная группировка войск российских, которая стоит в Запорожской области и в Херсонской, она долго не протянет. То есть, на это идет расчет. Ну, вы знаете что? Я бы здесь, в принципе, с одной стороны, не обольщался, да, потому что вот эти качели, когда Украина получила преимущество в беспилотниках, они же сменялись тем, что потом Россия получила преимущество в беспилотниках. Это было, да, то есть, когда-то российский Ланцет, в том числе с искусственным интеллектом, у которого не было связи, у него была просто SD-шка карточка, на которую были загружены схематические векторные объекты, которые надо бомбить. Он летел, сам находил эти объекты похожие, но тогда Украина научилась что делать? Надувные танки. Надувные танки, пушки. Она ставит, Ланцет летит, он тупой, он видит надувную пушку и, значит, и атакует ее. То есть, вот эти качели, они происходят постоянно. Здесь вопрос-то в другом. Есть ли вообще у России возможность переломить ход этой войны военными средствами? Ну, мы понимаем, что есть, да. Но это очень чревато, потому что это уже более тяжелые средства, на которые весь мир может посмотреть плохо. Или раздуют из этого, сделают какую-то катастрофу. Но я уверен, что в ближайшие месяцы или два у России могут появиться средства противодействия этим беспилотникам. И это первое. И второе. Россия может получить преимущество даже в этих беспилотниках, так же, как его получила Украина. Хотя в это мало кто верил, но вот она может получить. Поэтому война это будет длиться таким образом. Фактически России для того, чтобы выйти из этой войны более или менее с достоинством, осталось там две агломерации, ну, собственно, понятно, Славянская и Краматорская, практически одна. Ну, и сейчас Константиновка фактически, ну, скорее всего, уже все. Константиновка все. То есть, остается две большие агломерации, за которые надо... Да, они мощные, ну, за которые придется побороться. Но можно сконцентрироваться, как-то побороться. Поэтому я думаю, что здесь возможно с Россией такой тактический ход, что если не будет удаваться подписать какое-то более-менее приемлемое соглашение, в которых не было бы пунктов о репарациях, ну и других унизительных всяких вещей, то тогда, наверное, можно потянуть войну еще до сентября. Вот так. А почему я вам скажу, что Украина всегда будет использовать закрытые пункты любых соглашений, всегда их будет обнародовать. Так всегда было и так всегда будет. То есть, если это соглашение в открытой части будет выглядеть достаточно приемлемо для России, ну, остановили и остановили, то в закрытой части будет прописано, что Россия платит это, Россия платит то, Россия разрешает, допускает. И это нельзя будет обнародовать, но все равно Зеленский это обнародует, какие-то другие люди все равно обнародуют и даже Ну, вы снимки даже покажут. Вы Для даже, того, чтобы унизить Россию. Для вы того, даже чтобы унизить Россию. Абрамовича вспоминали, да? Да, То есть, вспоминаем с Абрамовичем. Абсолютно конфиденциальная встреча. Он сказал, что об этом нельзя говорить, что это визит инкогнито. Там соблюдали все меры безопасности. Ну, Зеленский вышел и, значит, и сказал. То есть, что эта встреча, в принципе, показала? Эта встреча показала Зеленскому то, что в Кремле побаиваются, куда может зайти вот это противостояние. Заранее его прислали Абрамовича, да? Сейчас все еще более ухудшается. Еще хуже все стало. То есть, с топливом может настать... Вот мне, кстати, я тут планирую осенью, мне там надо будет ехать на юг России. И я уже понимаю, что, наверное, на бензиновой машине, наверное, нет. Я уже только на электричке поеду, если поеду вообще туда, да. Потому что ситуация с топливом достаточно серьезная. По ней работает искусственный интеллект, передовые технологии, беспилотники, спутники. И все идет к тому, что ситуация станет неприемлемой. Но посмотрим, как это все будет развиваться. Мое личное убеждение, что никакого мира не будет. Я просто я допускаю, что, возможно, даже будут встречи. Возможно, эти встречи будут где-то там на территории третьих стран. Возможно, даже допускаю, что, возможно, будет даже встреча Зеленского и Путина. Я даже это допускаю. В принципе, это вполне может быть. Но эти все встречи будут выполнять функцию дымовой завесы.
для того, чтобы война будет продолжена. Просто объясню, есть 155 причин, почему она будет продолжена. После того, как даже будут подписаны мирные соглашения. Потому что невозможно управлять линией фронта на всем протяжении. Первое. Второе. Потому что Украина не может быть удовлетворена результатами этого конфликта, как и Западная Европа. И так же, как и США. Поэтому будут провокации. Украина – это известные переговорщики. Вы же знаете, что украинцы обычно – это самые крутые переговорщики в мире. С ними можно переговариваться 125 лет. 5 поколений переговорщиков сменится, потому что, когда станет вопрос о Запорожской атомной станции, никто не будет уступать. Потому что внутри этого соглашения очень много антагонистических противоречий, на которые ни Украина не пойдет, ни Россия. И закрыть на них глаза не поможет никто. Ни Дональд Фредович не может России приказать подписать, ни Украине он, как оказалось, не может приказать подписать. Да? То есть, надо менять людей. Надо менять Зеленского, менять Путина и ставить там на их места каких-то других людей, которые, возможно, это подпишут. Поэтому я не вижу серьезных оснований для мира. Война будет продолжена. Если Россия потерпит серьезное поражение в топливно-энергетическом комплексе и действительно будет стоять угроза захвата Крыма, то есть, допустим, вот это вот лишение снабжения южных территорий, южных фронтовых зон, оно будет достигнуто Украиной и будет стоять угроза захвата Крыма, Россия применит мощное оружие, ей будет некуда деваться. Потому что в условиях, когда договора нет, он не исполняется, есть угроза захвата Крыма. А я скажу, что угроза захвата Крыма – это угроза развала Российской Федерации полностью. Почему? Если Крым будет... Почему? Ну, это современное, как бы вам сказать, современное руководство России не подразумевает в таком случае возможность как-то выжить. Потому что общественное мнение этого не поймет. Понимаете? Да, я допускаю, что может быть тяжелая ситуация. Для покрытия этой тяжелой ситуации, для прекращения обстрелов будет подписано какое-то соглашение, которое будет выглядеть более-менее прилично, как там типа референдум, совместное использование. Я уверен, что Крым могут отдать США в управление. Ну, что-то такое будет подписано. Я верю, что вот до этого может дойти. Но для каждого, для любого человека, для любого гражданина будет понятно, что это полный слив, это полный проигрыш. И поэтому, я думаю, они этого не допустят. Это первое. Ну и второе. Надо понимать, что среди миролюбцев в верхнем руководстве России, мы же понимаем, что там есть олигархические интересы, определенные интересы определенных групп, есть и другие интересы партии войны. И эта партия война, она сейчас набирает силу. Вот в данный момент. То есть, всю либеральную миролюбивую партию зачищают, а партия войны набирает силу. И поэтому партия войны этого не допустит. И если будут совещания закрытые по этому поводу, стоит ли России применить более тяжелые средства для защиты своих интересов, то, скорее всего, да, они могут быть применены. И таких средств у России есть. Вот и все. Я просто думаю, война не закончится. Не закончится. Она будет идти... Вы знаете, я прочел один документ, в котором сказано, что стратегические задачи одного из think-танков американских этой войны – это зачистка этих территорий. То есть, мы просто, если взять во внимание этот пункт, что задача не стоит в том, чтобы Украина выиграла, ну, типа, Западу-то что от этого, выиграет Украина или нет, что Украина – это какой-то предсказуемый партнерский режим. Да ничего подобного. Украина – это насквозь коррумпированная страна, и она была коррумпированной, и будет при любой новой власти, она всегда будет коррумпированной, потому что коррупция – это национальная кредо и национальный культурный код Украины. Поэтому нет, она им совершенно не нужна. А вот для чего она нужна? Для зачистки территории. А вопрос, территория зачищена? Да нет же, не зачищена. Ну да, там уехали оттуда много людей, уехали в Европу, но окончательно-то она не зачищена. Там все равно есть хозяйствующие субъекты, достаточно много населения в городских агломерациях Донбасса и юго-восточной части Украины. Очень много народа живет, большая часть народа живет там, а не на Западной Украине. Западная Украина – это пустыня по сравнению с восточной, юго-восточной частью. И промышленный блок. Поэтому, если исходить из этого постулата, из тайных документов американских мозговых центров о том, что основная задача этой войны – это зачистка территорий от славянского населения, то война продолжится, потому что территория не зачищена. Мгм. Геннадий, ну вот смотрите, по поводу
Самый главный у меня вопрос возникает. То есть картину мы обрисовали. Картина плохая. Давайте так общо говорить и для украинской стороны, и для украинцев, и для русских, то есть для россиян. Ну, в общем, для всех. Но я хочу здесь два момента, чтобы вы прокомментировали. Два события, вот такие, две новости, да? Новость номер один. Россия атаковала побережье Одессы морскими дронами. Ну, то есть прошло время, вы видите, и вот эти дроны, которые там кошмарили сначала саму Россию, как бы изгнали Черноморский флот, вот это вот все, а потом затерялись где-то по берегам то Румынии, то Греции, то там бомбануло, то там нашли, обезвредили, все как бы переполошились, у нас тут круизные лайнеры, суда ходят, грузы, а тут ваши дроны болтаются украинские. Сбились они как бы с курса. Теперь такие же дроны появились у России. Да, лак достаточно приличный. Не знаем модификации, вроде как там что-то сбивали их или, в общем, пытались, достигли, не достигли цели. Как бы дело тут не в этом. Факт в том, что они есть. И они направляются России. То есть, почему вы уверены, что условно использование искусственного интеллекта, вот это масштабирование Украина смогла сделать, а Россия не сможет? То есть Россия вообще так вот, если просто проанализировать, это не потому, что я хвалю Россию, нет. Но вот вы видите, насколько тоже есть стратегические подходы, и стратегии какие-то достаточно серьезные на ту сторону играют. Не политические, а такие военные, технологические. Вот они прикупили гераньки, ну, эти шахеды у Ирана, сделали гераньками. Там уже куча модификаций. Они есть пилотируемые, непилотируемые, с искусственным интеллектом, без искусственного, с разными боезарядами, разной дальности, скорости. Но потом вот такого же плана, мы же не дураки все, мы же видим, особенно те, кто украинцы, те, кто там россияне, все страны начали делать подобие шахедов. Все. Спустя там условных 2 года, да, там, ну плюс-минус. Американцы, у них даже там, Лукас есть свой шахет. Румыны презентовали вот недавно такой точно шахет. И там все. Турки, по-моему, тоже показывали на выставке на какой-то. В общем, все страны, то есть имеется в виду форма, ну а там уже дело в начинке, в скорости, в дальности, радиусе и так далее. То есть я хочу просто понять, вот эта логика, ее очень любят, ну, вот эти профессиональные украинцы, что сейчас вот это вот, сейчас мы вот покажем. Но есть же сермяжная правда. Какой нахрен Крым, когда Константиновка все, ну, вы перечисляли, Лиман атакуют, когда идет движение по фронту, оно идет. Ну, то есть все об этом говорят, просто на это не обращают внимания. Если ты не обращаешь внимания, значит этого типа нет. То есть, нет, понятно, тебе скажут, какая там нахрен Константиновка, которая там камня на камне не осталось. Вот мы сейчас Крым берем, и люди все как бы туда побегут своим вниманием. Но это алогично даже для искусственного интеллекта, который управляет вот этими сценариями боевых действий. Почему? Простой вопрос. Россию списывают и прям, ну вот так сейчас на G7, в разных там как бы, сейчас вы написали, видели, может, я не знаю, там, не обсуждали мы до этого, Орешник вообще одинешенек там у России остался, летит разлет на сотни, там, на километр, неточный, не может летать, короче, целенаведение старое советское, все плохое, ну там это, по-моему, пресса какая-то профильная пишет военная, а все перепечатывают. То есть почему все списывают со счетов вот эту историю? Почему, ну, условно, никто не хочет остановить эту эскалацию не только потому, что у России есть большие страшные бомбы, ну, имеется в виду крупные такие, которые разрушат, а потому что там тоже могут принять технологическое плюс масштабное по количеству решения с дронами-матками и роями. Ну, я бы не сказал, что Россию там кто-то окончательно списывает. Вот то, что вы говорите, появились дроны надводные и даже подводные. Я просто об этом знал еще в конце 2022 года, потому что в российской инженерной среде набирали людей в разные предприятия. Оно не одно.
Ну, вообще по всей стране их открыли по производству подводных дронов. Это был пробел. У России не было подводных дронов тогда. Но сейчас их создали. И вот видите, вот они появились уже. Ну, то есть, заняло это 3 года. Ну, долго, да. Его надо разработать, испытать, поставить на производство. Это все долго. Никто не замечает. А я вам скажу, что сейчас происходит. Россия запустила уже второй пул спутников, подобных спутникам Илона Маска с фазированной решеткой. Это тот же самый Starlink. Если вы думаете, что его нельзя скопировать, там есть какая-то недостижимая для понимания математика, какие-то чипы закрытые. Ничего подобного. Там важна сама схема этой фазированной решетки. Ну, вот как она выглядит на терминале Starlink, да. Это угловые отражатели, вот эти. Все то же самое сделано в России. Пока у России эта группировка, вот подтвержденная 120 спутников. Но сейчас еще за лето будет 2 запуска. Будет приблизительно около 400. Когда у России будет 1000-1200 этих спутников, Россия полностью решает вопрос со связью. Ну, вот у Украины есть Starlink, она им пользуется и на БПЛА, и для управления боем, вообще для всего. У России появится что-то подобное, оно уже сейчас есть. И, кстати, в войсках оно используется. Это более 120 спутников работающих, типа Старлинка. Оно уже есть. Но медленно, так нельзя быстро. Ну, то есть, надо понимать, что если бы Россия могла разместить этот заказ в Китае, их бы там, конечно, за месяца 2-3 наклепали 10 тысяч штук. И Так а чего не запускали. размещают? А? А чего не размещают? Китай не может в открытую поддерживать Россию в военном плане. То есть, Китай сохраняет нейтралитет до поры до времени. То есть, Китай официально не поставляет России вооружение и военную технику. А это, ну, как бы, можно было бы как-то это все списать на то, что там это сотрудничество. Но я вам просто хочу сказать, что эта работа ведется. Сказать, что она ведется очень быстро и правильно, в России тоже, внутри России есть максимальное противодействие всем инновационным разработкам. Максимальное. Со стороны старого лобби оборонного Министерства обороны, со стороны других людей, со стороны системных либералов, которые находятся у нас в правительстве на самых высоких должностях, со стороны всевозможных олигархических структур, которые, ну, которым невыгодно то, чтобы Россия в этой войне там побеждала как-то. Но, тем не менее, это все работает. Я просто могу сказать, что да, никто не расслабляется, да, появляются новые вооружения, да, я могу сказать, что сейчас разрабатываются 2-3 принципиально новые модели вооружений, которые массово могут появиться приблизительно к августу месяцу, о которых мы все услышим. Да, это все разрабатывается, но надо понимать, что говорить, а почему Украина смогла? Ну, как Украина смогла? Ну, давайте так. Все эти штуки собираются уже в основном за пределами Украины. Хотя большая часть текущих FPV-дронов, а мы должны с вами понимать, что в боевых действиях ежесуточно Украина использует более 5000. Это маленькие дроны. Это даже не октокоптеры, это именно вот эти квадрокоптеры, ну, то есть 4-винтовые маленькие FPV-дроны, которые выполняют свою задачу. Но то, что Украиной командует искусственный интеллект, я вам хочу привести пример. Давайте вспомним Азов, Мариуполь и фортецию Бахмут. Давайте вспомним эти времена. Что делала Украина? Максимальное сопротивление ценой жизни, героизма собственных солдат. Логистика работала просто. Ее выбивали, прошибали. Она все равно работала, да. И Бахмут было взять очень тяжело. Вагнеры его брали ценой таких катастрофических потерь. И Украина удерживала Бахмут ценой таких катастрофических потерь, о которых сейчас даже речь не идет. То есть, казалось бы, у Украины есть 750 беспилотников. Зачем им их направлять на Москву, с учетом того, что 720 из них будет сбито? Ну, реально, просто не долетят. Те, которые долетают, это единицы. А что, если эти все 700 беспилотников донаправить на Константиновку? Да? Ну, там же, понятно, разведка работает воздушно, ни для кого не секрет, где находятся опорники вооруженных сил. И тогда 2 такие атаки, и Украина могла бы выбить российские вооруженные силы из Константиновки. И, ну, это важное направление, между прочим, да, потому что это вот речь идет о полном захвате Донбасса. Второй момент. Почему на Ореховском направлении, если Украина хочет Крым, для нее это важно и медийно, и геостратегически, и политически очень важно пройти Крым.
Почему Украина туда эти тысячи беспилотников не отправляет на линию боевого соприкосновения? В чем дело? Ну Зачем так они ответ, лезут? подождите, ответ понятен. А идти-то по большому счету некому. Ну, в смысле, как понять? То есть, подождите, Украина с приграничных территорий России, мы знаем, как это происходит. Это фуры. Идет фура, в ней сидит 4 беспилотника, ну, скажем, там, самолетного типа. Не-не, Эта идти фура, некому физически, но имеется в виду наступать, имеется в виду освобождать. Вон Лукашенко недавно рассказал по поводу атаки на Беларусь, откуда на Беларусь готовилось нападение. Дронами закошмарить, закошмарят. А имеется в виду пешки освобождать, на Минск идти, ну, как бы некому. да потому что искусственный интеллект прочитал приоритеты с учетом живой силы, наличия беспилотников, наличия систем ПВО. И сказал, что эффективней сейчас будет додолбить нефтянку России. Это будет эффективнее. Это первое. Второе. Эффективнее сейчас будет не пускать значит, на фарш людей в Константиновку и отбивать ее. Почему-то они решили один из населенных пунктов отбить, несмотря на то, что он уже был фактически захвачен. Министерство обороны объявило о захвате, но его решили отбить. А здесь решили нет. Да потому что есть более важные стратегические задачи, которые Украина сейчас решает. Украина сейчас решает важную стратегическую задачу на южном направлении сломить логистику, снабжение. Да, значит, силы у России больше. Да, если эта война продлится до сентября, никакой альтернативы мобилизации в России я не вижу. Нет. И точно так же, если будет идти эскалация, сейчас не договорятся, я не вижу никакой альтернативы для усиления мобилизации в ВСУ. То есть придется понижать возраст, придется брать. Вот, кстати, я там прочитал, позавчера за сутки выехало 127 тысяч граждан Украины. Но это после массированного удара по Киеву и после ряда там других ударов 127 тысяч за сутки. Очень много. Очень много. То есть сейчас, если война будет продолжена до осени, то, скорее всего, мы можем, я не знаю, это мое предположение, мы можем увидеть мобилизацию. А мобилизация нам о чем будет говорить? О том, что и в 27 году мы с вами увидим ту же самую войну с новыми средствами, с новым оружием, с продвижением, и она не закончится. Потому что если мы будем исходить не из интересов украинцев или русских, не из интересов даже их правительств, а из интересов глобалистов, которые поставили задачи перед этой войной, то там у нас светят две главные программы. Первая программа – зачистка территории от славян, воюющих сторон. И вторая программа – война в Европе. Война в Европе возможна без России? Нет, невозможно. Поэтому капитуляции России на этом этапе не будет. Поэтому кто будет воевать в Европе? Там же надо кому-то воевать. Если мы будем исходить из глобальных задач глобалистов, которые управляют этими войнами, то я не вижу здесь победы ни одной, ни другой стороны. Ну, ее просто стратегически ее здесь я не просматриваю. А медийно, да, мы будем говорить о переговорах. Я еще раз говорю, возможно, я допускаю, что даже будет встреча Путин-Зеленский. Возможно, такое состоится. Но закончить войну не удастся никакими средствами. Никто не даст приказ вооруженным силам остановиться на этом месте и дальше не идти. Мы видели с вами эти перемирия. Видели же, да? Там пасхальное или еще какое-то там Ну, перемирие. подождите, с точки зрения тыла очень и очень даже хорошо было. Нормальные были перемирия. Не, на передовой лупили там, да, там огонь, но с точки зрения людей, которые смогли... Да, объекта обстрела тыловой территории, да, договорились, действительно, там было централизованное управление, и не было этих обстрелов. Ну, на передовой, вот как вы остановите войну? Ну, представьте себе, это какое-то перемирие будет объявлено, подписаны обязывающие документы, а на передовой это будет продолжаться. Ну, оно не может там закончиться просто так. Это первое. Ну и второе. Вы же понимаете, что бойцы, которые находятся на передовой, это уже люди с такой поправленной психикой, в пограничном состоянии. Они все нуждаются в психологической поддержке. Вы не сможете управлять такими людьми. А протяженность фронта 1000 километров. Там и там, и там будут провокации. Я вот долго ждал вот это, ну, мы начинали с искусственного интеллекта, долго ждал вот этот момент. Вот этот важный момент. Вот ищу, где подвох, понимаете? То есть, если
там ты не можешь управлять вот такими повернутыми людьми. Ну, все же смотрели, например, на Зеленского, да, когда он с какими-то непонятными гримасами на Г7 выступал. Говорил, что он плачет каждый раз, когда этих, ну, отправляет отцов, да, за то, что дети останутся без отцов ему каждый день. Ну, вот играл, отвечал на вопросы как-то так вот, как то ли уставший, то ли что-то там. Ну, в общем, странное поведение его. Так у меня возникает вот такой вопрос. Слушайте, раз ты не можешь управлять людьми с измененным сознанием, давайте так выразимся, так как искусственный интеллект ими может управлять? Искусственный интеллект может просчитать это как фактор и пренебречь им в стратегических целях. Искусственный интеллект ставит стратегические цели. Вырубить логистику для России, вырубить логистику Украины. Мы видим, что Россия бомбит новую почту, бомбит АЗС, бомбит фуры, в общем, все. И второй момент – вырубить нефтяную и топливную инфраструктуру и логистику российской армии. Это приоритетная цель. А с психопатами, ну, потом разберемся. И я думаю, что с ними особо никто церемониться не будет, потому что миллион психопатов, который после войны наводнит Украину, например, мы уже видим с вами сейчас вот эти неприятные истории. Там кто-то стрельнул, здесь кто-то стрельнул, кто-то в кого-то там стреляет. Я имею в виду именно ВСУшники, да, там, которые оказались дома. Искусственному интеллекту, ведь смотрите, он решает задачи глобальные и задачи стратегии, необходимые Западу, глобалистам. Понимаете? А как там будет с Украиной? Еще раз говорю, вот вы знаете, у политических украинцев есть одно большое заблуждение, что страны Запада хотят, чтобы установился мир, да, на территории Украины, чтобы территория Украины соблюдала свою целостность, неприкосновенность территории, чтобы там была демократия и влилась в дружную семью европейских народов. Это все обман. Это все обман. Точно так же, как обман восточноевропейские страны, которые сейчас вошли в НАТО и в Евросоюз. Они будут перенесены в расход. Болгария, Польша, Венгрия, Румыния. Эти все страны будут просто израсходованы. Они никогда ни в какую дружную семью западных народов не были включены. Их просто прикормили, сделали из них НАТО, для того, чтобы их в процессе войны зачистить территории и их выбить. Вот если это понимать глобально, то тогда вот все такие вопросы, а почему там они это делают, а что они будут делать с психопатами, с миллионом психопатов, да ничего, направят их на Румынию там куда-то еще, чтобы других людей колбасить и резать. Это для них, для искусственного интеллекта, для Палантира миллион психопатов это не проблема, вообще никакая не проблема, они решают стратегические цели. А как вот спастись мышкам от ежиков, да, стать ежиками там, или отцов спастись, это их вообще вопрос не волнует. Нет, в принципе, можно такой вопрос задать. Я предлагаю, если у кого-то есть очень мощный компьютер, скачайте с Pirate Bay модель Fable 5, 4,6 терабайта, я не знаю, какой диск должен быть, разверните на своем оборудовании и задайте этот вопрос. Что бы вы сделали с миллионом людей, отслуживших в реальной войне с ПТСРом, да? Ну, у которых есть изменения психики. То есть, как вот нам это все исправить? Я думаю, Клод вам ответит тогда. Потому что он будет не подцензурный, вы его развернете на своей локальной машине, и он вам тогда все расскажет. Ну, если правда, это, конечно, не очередная залипуха и утка для того, чтобы за вами следил кто-нибудь из ЦРУ. Это тоже вероятность. Геннадий М. был моим собеседником сегодня. Спасибо большое за время и мысли. До свидания, Александр. Всего доброго. Благодарю, друзья, что посмотрели это видео. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайк, не забывайте. И, конечно, пишите в комментариях, с чем согласны, с чем не согласны. В любом случае, прорвемся. Лиха беда начала. Искусственный интеллект тоже победим. Знаете, как вот это сакраментальное. Причем и для русских, и для украинцев. В ДМБ. Пока противник рисует карты местности, мы меняем ландшафт, причем вручную. Поэтому нормально. Александр, хочу еще добавить немного позитива и сказать, я смотрел там великолепный концерт Коржа в Турции. Вы видели, что там было, да? Скакали молодежь с российскими, украинскими, белорусскими флагами вместе, в обнимку. Это просто говорит о том, что все мы люди, все мы хотим жизни, и все мы хотим мира. И я надеюсь, что мы люди, нас больше, и мы те, кто хочет мира, мы победим, в конце концов. Победим все злые и ишки.
А вам добра и света, друзья. Увидимся.